Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусный, быстрый и очень бюджетный торт «Облачко». Торт я буду готовить очень просто, ручным миксером из самых простых и доступных продуктов. Торт, в котором я не буду использовать ни сливок, ни дорогостоящих сливочно-творожных сыров. Готовить буду самым простым и бюджетным способом, с белково-заварным кремом. Торт нежнейший получается. Сначала приготовим основу для заварного крема. Я беру здесь 3 яйца среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм. Я их продезинфицировала перед этим, разделяю на желтки и белки пока что я отставлю в сторону. 350 миллилитров молока я довожу до кипения. 120 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара, 30 грамм кукурузного крахмала. Все хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. И 150 миллилитров холодного молока. Разбиваю все желтки, чтобы пленочки у них хорошо разошлись, и вмешиваю сейчас в крахмальную смесь. Все это очень хорошо сейчас перемешиваю, чтобы не было остатков от желтков. И в закипающее молоко сейчас тонкой струйкой ввожу всю желтковую смесь. При непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном на умеренном огне я довожу эту смесь до кипения. Провариваю примерно еще 20-30 секунд, когда пойдут вот такие характерные крупные пузыри, и снимаю всю эту смесь с огня. Переливаю сейчас в ту емкость, где смесь будет остывать до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния. И в это время приготовлю корж. Для коржа нам понадобится 2 яйца среднего размера, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара. Взбиваю сейчас просто до появления пены. 100 грамм сахара туда порциями ввожу. И взбивать буду всю эту смесь примерно около 2-3 минут, чтобы смесь стала пышной и побелела. Дольше взбивать здесь не имеет смысла. Добавляю сейчас туда немного лимонной цедры, то есть даже не с половины лимона. И добавляю туда сок половины этого лимона. Лимон такого среднего, ближе к крупному размеру. Перемешиваю просто. Ничего уже здесь не взбиваем. Добавляю туда 50 грамм растительного масла без запаха и 50 миллилитров молока комнатной температуры. И все просто перемешиваю. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекать будем, естественно, в заранее разогретой духовке. Просеиваю туда 125 грамм муки и 6 грамм разрыхлителя. Это 2 чайные ложки без горки. Сразу отвечаю на вопросы в комментариях. Лимонную цедру можно не добавлять, но с ней более ароматно получается. Перемешиваем все просто до однородности, чтобы разошлись все комочки. Рецепт здесь очень простой. Форма для выпечки здесь у меня 20 сантиметров в диаметре. Здесь у меня кондитерское кольцо без дна. Естественно, вы можете использовать обычную разъемную форму для выпечки. Выпекаю при температуре 170 градусов Цельсия примерно 25 минут без конвекции на среднем уровне. Вот такой идеально ровный корж испекся, даю ему остыть до комнатной температуры. 200 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю примерно 2-3 минуты и по 2 столовые ложки заварной основы вмешиваю туда недолго прорабатываю все это миксером. И масло и заварная основа должны быть комнатной обязательной температурой, тогда крем у вас получится. Когда мы взбиваем любой заварной крем на масляной основе, лучше, чтобы и масло, и заварная основа были немножко теплее, нежели немножко более холодными. Лучше всегда, чтобы температура была примерно 25-27 градусов Цельсия. И тогда эти массы прекрасно будут объединяться. Вот такой нежный крем получается. Корж у меня уже остыл до комнатной температуры. Я его не убирала ни в холодильник, не давала ему отдыхать. Этот корж очень легкий в работе.
Корж этот очень универсальный. Вместо лимона лимонные цедры. Вы можете здесь добавить ром, коньяк, и тогда будет совершенно другой вкус у этого коржа. Пока подготовлю персики, корж у меня вот таким образом отлежится вверх дном. 480 грамм персиков. Я даю им обтечь полностью на сите. Я не советую пропускать здесь этот шаг, потому что лишняя влага в креме ни в коем случае не нужна. Разрезаю теперь корж на 2 равных слоя. Его, в принципе, можно разрезать и на 3 тонких слоя. И сразу же начинаю сборку торта. Ничего здесь ждать не нужно. Пропитывать буду персиковым соком. Примерно 75 мл сока здесь потребуется. Часть крема выкладываю на нижний корж. Выкладываю все персики, я их не нарезаю. Кубиком можно нарезать, что вам нравится. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях, можно ли использовать другие фрукты. Можно, но будьте внимательны. Очень кислые, особенно экзотические фрукты, могут давать расслаивание у всех заварных кремов. Поэтому, если вы хотите, допустим, киви там использовать или ананасы не консервированные, они могут расслаивать крем. Лучше очень кислые фрукты проваривать перед этим. Ставлю в кольцо, убираю сейчас на пару часов в холодильник. Очень быстро схватится все это. Пропитала корж, убираю пока что в холодильник. Торт у меня остыл уже полностью, крем зафиксировался, и можно уже приготовить быстро белковый заварной крем. Самый простой его вариант, без использования даже весов и термометра кондитерского, справится любая хозяйка. Белки сейчас на это время я убирала также в холодильник. Здесь получилось примерно 100 грамм белка. Для этого торта я использовала яйца среднего размера, вот чтобы получилось от 3 яиц примерно 100 грамм белка. 8 грамм ванильного сахара добавляю в белки. Посуда должна быть обезжирена. При разделении яиц ни капля желтка не должна попасть в белки. Это тоже важно. Посуда должна быть идеально чистой. И для сиропа, и для взбивания белков. Яйца предварительно, очень свежие яйца нужно брать, промоем и обязательно продезинфицировать, желательно спиртом сверху. С момента закипания сироп должен кипеть ровно 3 минуты. По прошествии 3 минут я добавляю туда половину чайной ложки лимонной кислоты, без горки. И как только добавили кислоту в сироп, сразу же начинаем на самой высокой скорости миксера взбивать белки. Как только прошла 1 минута с момента введения в сироп лимонной кислоты, снимаем сироп с огня. Все время варили сироп на полном огне, на 9 делении из 9. И тонкой струйкой с края вводим сироп в белки. Сироп здесь не должен быть ни белесым, то есть недоваренным, но и не карамельного такого густого цвета. То есть он должен быть вот такой, как я вам показываю в видео. Иначе крем у вас будет, если он переварится, сироп, и будет очень высокой температуры, крем будет горьким. Сейчас также на полной скорости миксера, как и изначально, я взбиваю всю белковую массу при непрерывном введении в эту массу сиропа. Тонкой струйкой. Сироп у меня примерно сейчас где-то 123 градуса Цельсия, если это говорить. Берите для этого обязательно ковшик с толстым дном. Вот это очень важно. Сейчас, как только мы ввели весь сироп, мы взбиваем всю эту массу. Я взбиваю своим маломощным ручным миксером 300 Вт. Примерно 8-10 минут. Как только начнут появляться характерные для этого пустоты, то есть чтобы мы увидели, что крем белково-заварной итальянская меренга готов, как только начнут появляться эти пустоты, это означает, что можно уже завершать процесс взбивания. Вот смотрите, сейчас я вам буду показывать эти пустоты. Вам будет трудно как бы прокручивать венчики миксера в этом креме. Видите, начинаются вот эти пустоты характерные. Значит, крем уже готов. Полости вот такие огромные появляются. Крем получается очень устойчивым.
Моим миксером я взбивала 8 минут. Крем идеально держит форму. Из него можно делать любые украшения. Крем этот подходит именно для украшения тортов, пирожных и капкейков. Итак, сейчас перекладываем весь крем в кондитерский мешок. Этим кремом можно также выравнивать торты и украшать. Этот крем нужно использовать сразу в работе, то есть не нужно здесь ничего ждать. Еще буквально в теплом виде из него сразу же нужно отсаживать украшения. Итак, я сразу же на подготовленный торт отсаживаю вот такие незатейливые завитки. Кондитерская насадка здесь у меня 1М, очень распространенная насадка. Украшать вы можете из любой насадки. Что у вас есть под рукой, можете просто даже из пакета для замораживания продуктов украшать. Также можете нанести белковый крем и ложкой. Белковый крем у меня еще остался, в принципе, здесь для украшения боковины торта. Я не стала украшать боковины, вы же можете это сделать. Нарезаю сразу же тортик, то есть белковому крему не нужно здесь давать время на то, чтобы он стабилизировался. Это не сливки. Самый бюджетный и очень вкусный крем получается, который не тает при жаре. Торт нежнейший на вкус. Нравится как взрослым, так и детям. Тающий во рту тортик. Ссылку на подробное видео по приготовлению белково-заварного крема я, конечно же, оставлю вам в описании к данному видео. И в планетарном миксере, и ручным миксером, и вот так, как я показала в этом видео, без термометра и весов. Вот так он легко надламывается вилкой. Нежнейший торт. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.